Итак, это снова Илья и мой канал Антимрак. В этом видео я бы хотел поговорить о том, был ли Эйнштейн верующим. Дело в том, что многие верующие ссылаются на то, что Эйнштейн был верующим. И это является одним из нелепых доводов в пользу предмета веры у самих верующих. Это ссылка на то, что было и есть много ученых, которые верили, но лично мне не совсем понятно, какое отношение имеет вера к предмету деятельности самих ученых. Я слышал, как некоторые верующие ссылаются на то, что Эйнштейн был верующим, но если даже и допустить, что он был верующим, то весь вопрос заключается не в том, верил Эйнштейн или нет, а в том, какое отношение имеет вера к предмету научных открытий самого Эйнштейна. Но верующие по причине своей невежественности смеют увязывать веру и способность к тому, чтобы делать научные открытия, хотя сами верующие, когда они так говорят, ими руководит глубинный комплекс, заключающийся в неспособности адекватно оценить даже саму их текущую реальность, потому как они не видят причинно-следственные связи даже в том, что непосредственно окружает их самих. Но ссылка самих верующих на верующих ученых выглядит как попытка примазаться к научному авторитету другого человека, подразумевая якобы то, что человек, не являющийся дураком, верит, а значит, по их логике, дурак не может верить. Почему-то склонность человека к тому, чтобы начать верить, оценивается как нечто возвышенное. Хотя если для примера взять пожилых людей, которые начали верить, то как это может считаться за что-то возвышенное, если сам человек как минимум стареет, в том числе и его мозговая ткань. То есть, как у человека с деградирующим мозгом проявление веры может считаться чем-то возвышенным, имеющим отношение к реальности. Сама вера будто бы противоречит здравому смыслу, побуждая смещать фокус своего внимания с реальности на некую идею о Боге, предполагающую то, что этот Бог все создал. То есть он просто взял и создал огромную вселенную с ее бесчисленным количеством галактик, звезд, звездных систем и планет, просто потому что он так решил. Но если руководствоваться такой идеей, то возникает вопрос о том, что побудило Бога создать это все и что он делал до того, как это все создать. И кто создал самого Бога? По логике самих верующих, они должны с легкостью решить любое из уравнений, которые решал Эйнштейн. Уж коли они ссылаются на его веру. Допустим, если у меня отсутствует математическое мышление, то как я могу приводить доводы в пользу обоснованности веры, ссылаясь на каких-нибудь ученых-математиков, которые верили? И каким образом связана способность человека заниматься той же самой математикой или физикой, как в случае с Эйнштейном, с так называемой верой? Просто верующие приводят одни и те же доводы, ссылаясь на массовость веры, но как раз таки масса и существует в невежестве, им нужно на все какое-то примитивное объяснение, которое они съедят и примут его за истину. Им придумали теорию о Боге, чтобы проверять степень их готовности к внедрению новых изменений, которые будут в дальнейшем определять их поведение, но они, подобно детям, пребывают и будут пребывать в инфантильном состоянии. И ссылка на то, что якобы Эйнштейн верил, это как минимум несуразно, потому что вера противоречит научному предмету. Вера не может помогать человеку делать научные открытия, как к тому же Эйнштейну. Ссылка на Эйнштейна звучит глупо, потому что верят только те, кто невежественен в своих представлениях о реальности. Можно, конечно же, в век компьютеров
помещающихся на ладони, думать, что гроза — это проделки злых духов, но это выглядело бы как сумасшествие, либо как лицемерие, но пользоваться плодами современных технологий, при этом в своем восприятии мира всецело полагаясь на какую-то веру, как минимум странно. Под моим видео, допустим, вот под названием «Моя беседа с верующим», ссылка будет под роликом, некто написал комментарий о том, что якобы в падающем самолете нет атеистов, но ведь можно же сказать без всякого возвышенного пафоса, что нет людей не боящихся, тем более в падающем самолете, и такая реалистичная формулировка ставит все на свои места, потому что каждый человек испытывает страх, независимо от того, является он верующим или нет. Но верующим всегда нужно напустить смыслового тумана туда, где все объясняется работой биологических механизмов. Человек, находящийся в падающем самолете, боится, потому что он понимает, что реальная угроза его жизни существует в данный момент. И фактор страха, если эти люди психически здоровы, уравнивает всех людей, находящихся в самолете. И в данном случае именно страх уравнивает всех людей, а не то, что у них случается приступ религиозной веры в данный момент. Меня попросили в комментариях более развернуто высказать свою позицию относительно понятия веры. Так вот, вообще я бы разделил веру на виды, хотя само значение термина «вера» — это что-то неопределенное. Поэтому термин «вера», если понимать под ним внешнее воздействие, будет будто бы вынуждает тебя безапелляционно принять какую-то идею как истину, не имеющую к самой реальности никакого отношения. То есть вера применительно к внешней идее означает безапелляционное принятие ее. Ты должен просто верить и все, потому что так сказали или потому что так делает большинство. Как будто бы если это делает большинство, то это априори можно считать чем-то хорошим. Это все равно, как если бы считалось нормальным употреблять алкоголь только потому, что большая часть населения употребляет его. Для человека, мыслящего на утверждение неких людей о необходимости верить в кого-то или во что-то, сразу же возникает реактивный вопрос: а почему вообще нужно верить? Кто является автором идеи Бога и почему тогда идею о своем существовании утверждает не сам Бог, а некие люди, которые якобы являются то ли его проводниками, то ли просто теми, кто верит. Причем делает это безапелляционно, как будто бы эта вера уже встроена в них по умолчанию. Допустим, на своем субъективном уровне я могу верить в свои собственные силы на пути к реализации какой-либо цели. То есть моя личная вера касается только меня и проявляется только в моем субъективном отношении к себе. Но когда мне предлагают поверить в некое существо, сидящее на облаке, только потому что в это верит большинство, это кажется мне довольно странным. Я не считаю, что большинство в принципе способно думать, и потому ссылка, что якобы склонности большинства должны служить для меня мерилом чего-то хорошего, кажется как минимум сомнительной. Вера подразумевает безоговорочное принятие внешней идеи. Вера подразумевает безоговорочное принятие внешней идеи. Это то, что касается идей, автором которых не является сам верующий. От него лишь только требуется безоговорочно принять некую идею, как в случае с религией, идею, которая дает ему некое объяснение мира. И вся суть такого объяснения сводится к тому, что некий Бог все создал. Но лично
у меня, когда я слышу подобные утверждения, напрашивается вопрос, что побудило Бога создать мир, чем Бог занимался до создания мира, и кто в конце концов создал самого Бога. И вообще, что-то за формулировка «Бог создал мир». Если даже допустить, что некий Бог создал мир, то получается, что если человек ссылается постоянно на авторство этого Бога, то какой тогда смысл в самих плодах этого творения, то есть в людях? А точнее, какой смысл в их позиции относительно Бога, если сам Бог их создал? Религиозная вера – это вера в авторство некоего Бога. Религиозная вера – это вера в авторство некоего Бога, то есть вся религия построена на идее авторства этого Бога. Но почему же тогда последователи веры твердят на каждом углу о Боге, если для них это авторство очевидно? Зачем каждый раз твердить о том, что тебя кто-то создал, если для тебя это является истиной? Но если сам Бог существует и он все создал, какой тогда смысл в его персонификации? И что-то за намерение такое было у Бога, что он просто взял и все создал? Чем он занимался до того? И что его побудило создать это все? То есть получается, что сами веруны существуют только потому, что некий Бог с их же точки зрения просто взял и создал их. Безапелляционность религиозной веры. Сама религиозная вера будто бы подразумевает безапелляционность, утверждая некую истину о существовании Бога. Но дело в том, что если истина и существует, то она не нуждается ни в какой твоей вере просто потому, что это истина. То есть, если нечто существует, то оно существует независимо от твоей веры. Сама религиозная вера как таковая является просто признаком отсутствия объективности, потому как апеллирует к идее принятия того, что не имеет никакого отношения к реальности. То есть вера – это своего рода намеренный уход от реальности. Если человек чего-либо знает, например, ему не нужна никакая вера. Вера возникает там, где есть незнание причин каких-либо процессов. Она служит своего рода утешением для человека, когда он не понимает причин своего состояния и того, что с ним происходит в окружающем его социуме. Но на самом деле вера может дать только ложное чувство утешения, потому что она не дает ключей к пониманию причин процессов, а только декларирует одну базовую идею о том, что некий Бог все создал. Хотя как это может утешать, если это только создает бесконечные вопросы? Как можно сделать какое-нибудь открытие атома в физике, допустим, да, опираясь на идею о том, что его создал Бог?